По статистике, каждая вторая женщина называет глажку белья самой нелюбимой домашней работой. Разгладить складки на одежде получится проще и быстрее, если взять в руки отпариватель. На рынке более 2000 предложений, ручные, напольные, 2 в одном. У каждой модели есть дополнительные особенности вроде противокапельной системы или защиты от накипи. Какой купить лучше? В одиночку разбираться долго и нудно. Выбираем помощь рынка. Представляем вам топ лучших в 2024 году напольных и вертикальных отпаривателей по версии покупателей. Подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить выход новых видео, а мы переходим к рейтингу. В этом году наибольшей популярностью на Яндекс.Маркете пользуются отпариватели фирмы Kidford. Более 280 предложений в ценовом диапазоне всего от 881 рубля до, представьте, 50 тысяч. Самая ходовая модель Kidford KT9129. Ей мы и открываем рейтинг. Первое место. Kidford KT9129. Характеристики. Конструкция ручная, мощность 1500 Вт, давление 1 бар, емкость резервуара для воды 330 мл, время подачи пара 11-20 минут, длина сетевого шнура 1,8 метра, вес 2,5 кг. Особенности. Есть функция горизонтального отпаривания, ручка для переноски, дополнительный резервуар для воды. В комплекте с отпаривателем ворсовая насадка для очистки одежды от шерсти и термостойкая варежка. Представлен в 3 цветах. Вы сможете приобрести Kidford KT9129 за 4500 рублей. Давайте посмотрим, что вы получите за эти деньги. Это хороший девайс, который быстро нагревается до нужной температуры, сможет до 20 минут без подзарядки гладить или отпаривать вашу одежду, постельное белье, скатерти и любой другой текстиль, включая верхнюю одежду. Большой плюс, что этот отпариватель можно использовать как вертикально, так и горизонтально, будто гладишь утюгом. Не могли пройти мимо такого заманчивого предложения, как отпариватель за 881 рубль. Но имхо – бесплатный сыр только в мышеловке. Первый же отзыв несчастливого покупателя сообщает, что Kidford 9119 во время отпаривания протекает, а крепление настолько слабое, что уже после 7-го использования подошва Kidford 9119 разболталась, поэтому в список лучших этот отпариватель однозначно не попадает. А мы переходим ко второму месту, и здесь Kidford KT970, стоимость 11 633 рубля. За эти деньги вы получите отпариватель со следующими характеристиками. Конструкция напольная, мощность 2350 Вт, емкость резервуара для воды 3,8 литра, время подачи пара 75 минут, длина парового шнура 2,2 метра, вес 6,9 кг. Особенности. Съемная гладильная доска, вместительный резервуар для воды, 4 режима мощности для разных видов ткани, легкий и удобный паровой утюжок, мощная струя горячего пара. Этой модели покупатели поставили практически 5 звезд, выделяя следующее достоинство. Компактность. Отпариватель занимает меньше места, чем гладильная доска. Увесистость. Конструкция не опрокинется. Огромный бак для воды. Быстро разогревается. Время нагрева 45 секунд. От модели KT978, которая на 1500 рублей дешевле, Kidford KT970 отличает презентабельный и современный внешний вид. Но это не самое главное. Напольный отпариватель идет в комплекте с вертикальной гладильной доской. 4 режима мощности. Теперь процесс глажки будет приносить одно удовольствие. Оставим модели Kidford в покое и посмотрим, какие еще марки пользуются спросом у покупателей. Снова введем в строку поиска категорию отпаривателей, настроим фильтр по популярности. Выпадает куча предложений от марки Kidford, но их мы больше не рассматриваем. Взгляд привлекают 2 модели – VLK Rimini 7800 и Tefal XEO QT 1511 EO, которые расположились на высших строчках маркета согласно рейтингу покупателей. Предлагаю сразу исключить Tefal XEO QT 1511 EO, так как стоит эта гладильная система слишком дорого, целых 33 тысячи рублей. Позволить себе могут далеко не многие. Остановимся на VLK Rimini 7800. Третье место. Rimini 7800. Итак, третье место отдаем итальянскому производителю универсальной бытовой техники VLK, модель Rimini 7800 стоимостью 9545 рублей.
Характеристики. Конструкция напольная, мощность 2400 Вт, емкость резервуара для воды 1,7 литра, время подачи пара 50 минут, длина парового шнура 1,3 метра, вес 6,6 кг. Особенности. Гладильный столик с регулировкой положения, 3 режима мощностей для разных видов ткани, можно доливать воду во время работы отпаривателя, разогревается до 100 градусов, есть функция защиты от перегрева и автоотключения. От своего собрата Rimini 8000, который стоит почти на 3000 дешевле, Rimini 7800 отличает более высокая мощность. У Rimini 8000 мощность 2000 Вт, у Rimini 7800 мощность 2400 Вт. Но, скорее всего, даже не сила мощности определяет популярность Rimini 7800, а его небольшой размер. Он на целых 33 см ниже, чем Rimini 8000, что очень важно, особенно для людей выше среднего роста. По остальным показателям модели похожи. Вы получите напольный отпариватель в комплекте с гладильной доской, паровым утюжком с насадкой, как у обычного утюга, а это значит, что вы можете не только отпаривать, но и гладить. Регулировка доски под разными углами сделает этот процесс максимально комфортным и удобным. Есть насадка для очистки одежды от волос. С полным баком работает до 50 минут. Можно доливать бак прямо во время работы отпаривателя. Четвертое место. Polaris PGS 1570CA. Характеристики. Конструкция ручная, вертикальная, мощность 2000 Вт, емкость резервуара для воды 250 мл, время подачи пара 40 минут, длина сетевого шнура 2 метра, вес 1 кг. Особенности. Быстрый нагрев, готов к работе через 25 секунд, 3 режима отпаривания для различных видов ткани, щетка для дополнительной чистки, автоматическое отключение, безопасность от повреждений, отпариватель выключается, если в нем налито недостаточно воды. Polaris модель PGS 1570CA – это ручной отпариватель стоимостью 3500 рублей. Ему покупатели поставили полные 5 звезд. Итак, чем же полюбилась данная модель? Для этого промониторим отзывы и выделим ключевые достоинства. Polaris PGS 1570CA компактный, легкий, не занимает много места при хранении. Его можно взять с собой в путешествие или в детский сад на утренник, чтобы за 30 секунд привести в порядок помятое у ребенка платье или брюки. В отличие от напольного, ручной отпариватель может быть всегда под рукой. При этом Polaris PGS 1570CA дает мощность, сравнимую с напольным отпаривателем, полные 2000 Вт. Прямо скажем, ручных отпаривателей с такой мощностью не так чтобы много. Простое и понятное управление. Однозначно, здесь есть за что поставить 5 звезд. Пятое место. Galaxy Line GL 6287. Характеристики. Конструкция ручная, 2 в 1, мощность 2500 Вт, емкость резервуара для воды 0,6 литра, время непрерывной работы до 45 минут, длина сетевого шнура 1,8 метра, вес 3,51 кг. Особенности. 5 режимов отпаривания для разных видов ткани, резервуар для хранения щеток, автоматическое отключение в случае недостаточного количества в баке воды или во время длительного бездействия, возможность вертикального и горизонтального отпаривания и функция самоочистки. Galaxy Line GL6287, расположенный на 5-м месте, стоит 5586 рублей. Это конструкция 2 в 1 для вертикального и горизонтального отпаривания. В отличие от предыдущих моделей рейтинга, отпариватель Galaxy Line GL6287 долго нагревается, целых 80 секунд вам придется подождать, прежде чем отпариватель начнет работать. В остальном это идеальный вариант, который мощнее, чем классические ручные отпариватели и легче и компактнее, чем напольные системы. Справляется с отпариванием сложных тканей, в том числе с хлопком, чем могут похвастаться далеко не все модели. Высокая мощность температуры 140 градусов, выше, чем у многих конкурентов, позволяет продезинфицировать игрушки, мебель и, конечно, одежду. Напоминаю, что места в обзоре отданы согласно рейтингу покупателей по популярности на Яндекс.Маркете. Мы рассказываем о лучших отпаривателях 2024 года. Давайте посмотрим, что предлагают нам китайцы. Снова поработаем с фильтрами в поисковике маркета. Выберем производитель Xiaomi. Смотрим.
На первых строках модели Mijia, напольный Mijia Supercharged Garment Steamer ZYG TJ01KL. Итак, кто больше достоин оказаться на 6-м месте списка – ручной или напольный Mijia? 2000 рублей против 10 тысяч. Ручной Mijia имеет мощность 1200 Вт, напольный на целую 1000 больше – 2200 Вт, объем бака 0,16 против 2 литров, 120 градусов или 135. Здесь разница невелика, оба отпаривателя нагреваются быстро, но, к удивлению, большой напольный отпариватель с большим баком для воды нагревается на 20 секунд быстрее, чем маленький ручной. Время нагрева Mijia Supercharged Garment Steamer ZYG TJ01KL всего за 10 секунд. По разогреву в нашем обзоре это бесспорный чемпион. Ему и отведем почетную 6-ю строчку. 6-е место. Xiaomi Mijia Supercharged Garment Steamer. Характеристики. Конструкция напольная, мощность 2200 Вт, емкость резервуара для воды 2 литра, время непрерывной работы до 40 минут, длина парового шнура 1,3 метра, вес 9 кг, высота конструкции 164 см. Особенности. 3 режима отпаривания для разных видов ткани, защита от накипи, автоматическое отключение в случае недостаточного количества в баке воды или во время длительного бездействия. Стойка с гладильной доской с регулировкой положения. Стоимость Xiaomi Mijia Supercharged Garment Steamer 10 тысяч рублей. Данный китайский отпариватель можно похвалить не только за высокую скорость разогрева, но и за хорошую высоту. Длина конструкции целых 164 см, довольно редкая для отпаривателей. Удобная полка-трансформер. Следующие места рейтинга предлагаю отдать титанам бытовой техники. Снова настраиваем поиск и обнаруживаем, что такие раскрученные бренды электрических товаров, как Bosch, Samsung, LG, Thomson, вообще не имеют своих отпаривателей, предлагая своим покупателям, как и прежде, пользоваться утюгами или парогенераторами. И все же найдем примеры отпаривателей представительных брендов. Преимущество таких в том, что они широко известны на рынке электроники, вы хорошо знаете, за что платите, уверены, что техника долго прослужит. Получасовые поиски по производителю привели нас к следующим результатам: Electrolux, Tefal и Vitek. Мы не предлагали рассмотреть отпариватели раскрученных брендов раньше, так как вы понимаете, что, выбирая популярные во всем мире марки, вы переплачиваете за их имя. Из приведенных сверху марок только Tefal и Vitek предлагают большой выбор в категории отпариватели. Electrolux на Яндекс.Маркете представлен всего одной моделью i6HS1-2EG. Ему и отдадим 7-ю строчку рейтинга. 7-е место. Electrolux i6HS1-2EG. Характеристики. Конструкция ручная, мощность 1200 Вт, емкость резервуара для воды 0,1 литра, время нагрева 20 секунд, длина сетевого шнура 3 метра, вес 1 кг. Особенности. Система предотвращения пара, функция самоочистки, автоматическое отключение в случае недостаточного количества в баке воды или во время длительного бездействия, сверхдлинный шнур, вращение на 360. Electrolux i6HS1-2EG – это стильный отпариватель черного цвета стоимостью 6000 рублей. Его высоко оценили на Яндекс.Маркете, поставив ему полные 5 звезд. Он легкий и удобный для руки, однако покупателям не хватило в комплекте подставки, куда можно было бы поставить прибор во время отпаривания белья, чтобы передохнуть или поправить одежду. В целом он не сильно отличается от своих конкурентов, если не брать в расчет качество материалов и гарантию бренда. Именно за эти показатели вы переплатите несколько тысяч, если выберете Electrolux, а не Kidford. 8-е место. Tefal PurePop DT2022E1. Конструкция ручная, мощность 1300 Вт, емкость резервуара для воды 0,7 литра, время нагрева 15 секунд, длина сетевого шнура 2 метра, вес 0,71 кг. Особенности. Система предотвращения пара, насадка с мелковорсистой подушечкой, в комплекте мешок для хранения и переноски. Tefal PurePop DT2022E1 на 500 рублей дешевле, чем предыдущая модель. Этот отпариватель смело можно назвать дорожным или походным, так как из всех представленных выше он самый легкий. Плюс яркий дизайн, который будет создавать настроение при глажке, превращая домашнюю работу не в рутину, а в праздник. Быстрый разогрев, хорошая
хорошая мощность и проверенное именем качество. Отпариватель смело прослужит вам больше, чем несколько лет, тем более и пользоваться вы будете им нечасто. Ведь отпариватель с резервуаром для воды всего 70 мл не сможет полноценно заменить вам гладильную доску и утюг, а вот в качестве дополнительного девайса покажет себя блестяще. 9 место. Metropolis VTEC. Характеристики. Конструкция ручная, мощность 2600 Вт, емкость резервуара для воды 1 литр, время нагрева 60 секунд, вес 2,82 кг. Особенности. Автоматическое сматывание шнура, возможность долива бака во время работы отпаривателя, автоматическое отключение в случае недостаточного количества в баке воды или во время длительного бездействия, индикация наличия накипи. Отпариватель, а вернее целая паровая станция Metropolis VTEC стоит 6600 рублей. Этот отпариватель отдаленно напоминает утюг. Собственно, им и можно пользоваться как утюгом на обычной гладильной доске или переключиться в режим вертикального отпаривания. С этой моделью ваш старый утюг вам больше не понадобится. Это самый лучший вариант для консерваторов. При этом по всем показателям паровая станция справляется с глажкой текстиля лучше, чем утюг, а мощность больше, чем у большинства ручных отпаривателей. Из недостатков всего один – долгое время ожидания, но по всем остальным показателям он полностью оправдывает свои деньги. 10 место. VTEC VT2438. Данная модель стоимостью 3000 рублей имеет следующие характеристики. Конструкция ручная, мощность 1700 Вт, емкость резервуара для воды 0,28 литра, время нагрева 30 секунд, вес 1,175 кг. Особенности. Шкала уровня воды, съемный резервуар для воды, автоматическое отключение в случае недостаточного количества в баке воды или во время длительного бездействия. Этот ручной отпариватель имеет очень удобный резервуар для воды. Его можно дополнить прямо в момент работы отпаривателя, что возможно далеко не везде. Хорошая мощность, маленький вес, но покупатели успели найти в нем недостатки, подтекает и тарахтит. Поэтому завершает наш рейтинг лучших отпаривателей 2024 года модель с самой низкой оценкой на Яндекс.Маркете. У VTEC VT2438 всего 3,8 звезд. И на этом наш обзор подошел к концу. Мы рассказали о лучших отпаривателях, по мнению покупателей Яндекс.Маркета, выявили их сильные и слабые стороны. Вам осталось сделать выбор или, если вы еще пока не готовы, продолжить знакомиться с нашими другими обзорами. Ставьте большие пальцы вверх, если вам понравился обзор, и до новых встреч на канале НИЭксперт.